Добрый вечер. Пожалуйста, пожалуйста. Начнем? Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, хотел бы поздравить вас с началом работы в обновленном составе Центральной избирательной комиссии. Я ожидаю, что опытные члены Центра избиркома и те, кто впервые наделен столь ответственными полномочиями, будут действовать сплоченно в одной команде, задавать высокий стандарт для почти 1 миллиона ваших коллег, которые трудятся в избирательных комиссиях по всей нашей огромной стране. Конкурентные демократические выборы – обязательный и незаменимый конституционный инструмент формирования сильной, дееспособной власти. Это всегда важно, но я повторяю это постоянно сейчас. Для нас и сейчас, в наших условиях, это важно вдвойне, втройне. Это основа доверия людей к государству, прямой вовлеченности человека в процесс управления своей страной и формирования органов власти. А значит, и доверие к этой власти, и политической стабильности, преемственности суверенного развития. При этом во многом именно от вас зависит, чтобы каждый гражданин понимал значение и силу своего голоса, был уверен в легитимности общего результата. В текущем году перед вами стоят крайне ответственные задачи. Кроме множества региональных и местных кампаний пройдут выборы в Государственную Думу 9-го созыва. И каким будет депутатский корпус, как будут формироваться фракции, конечно, решит народ России, только он, но, конечно, повторю еще раз, доверие к этим институтам будет зависеть в том числе и от качества вашей работы. При этом еще раз подчеркну, что никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и тем более итоги всенародного волеизъявления. Будем пресекать любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества. Соответствующие задачи перед правоохранительными органами поставлены. Рассчитываю, что и работники избиркомов обеспечат четкое соблюдение требований закона, покажут пример объективности, честности и профессионализма. Особое внимание прошу уделить вопросам безопасности. Быть в постоянном контакте с МВД, Росгвардией, другими ведомствами. В Донбассе и Новороссии, в наших приграничных регионах, нужно опираться на уникальный опыт проведения выборов, накопленный за время специальной военной операции. Вновь хочу поблагодарить ваших коллег, работающих в сложнейшей обстановке вблизи районов боевых действий. Невзирая на обстрелы и провокации, на поступающие им личные угрозы, а такое, к сожалению, сплошь и рядом встречается, они мужественно выполняют свой долг перед народом России. Те, кто приходил голосовать, тоже проявляли смелость и настоящий русский характер. Как уже говорил, люди буквально вставали в очереди на участках, несмотря на близкие прилеты снарядов и беспилотников. Отмечу еще один значимый момент. Все больше ветеранов боевых действий, подлинных героев специальной военной операции стремятся, чувствуют своим долгом послужить России, испытать свои силы в гражданских сферах, в том числе продолжить работу на выборных должностях. Я прошу ориентировать ваших коллег на местах, оказывать таким кандидатам все необходимое содействие. Имею в виду правильное и своевременное оформление документов, прохождение других предвыборных процедур. Кстати, в самом Центре избиркоме теперь тоже есть человек с собственным боевым опытом. Да? Убежден, он обязательно подскажет, в чем именно нужно помочь его фронтовым товарищам, которые пойдут на выборы не только думского, но и других уровней. Так, Анатолий Владимирович? Анатолий Владимирович включен в ЦИК по президентской квоте. Знаю, что и все парламентские партии уделяют этим вопросам самое серьезное внимание. И хотя между собой они конкурируют, что естественно, нормально и очень хорошо, но они решают общую, исключительно важную для страны задачу – способствовать мощному кадровому пополнению притока во власть в общественные структуры,
систему наставничества сильных, проверенных в бою людей, доказавших свою искреннюю верность Родине. Уважаемые коллеги, в нашей избирательной системе, новейшей избирательной системе, более 30 лет, позади непростой путь становления эффективного развития, глубокой модернизации с учетом интересов страны, запросов избирателей, новейших технологий, технологических возможностей. Приоритеты и критерии понятны. Это все, что гарантирует равенство кандидатов, честность борьбы и неопровержимость результатов, защиту от манипуляций и криминальных посягательств, в том числе и от киберугроз. И одновременно расширяет доступность выборов, делает процесс волеизъявления максимально удобным для людей. Хочу поблагодарить вас и членов прежних составов ЦИКа за большую комплексную работу по этим направлениям. Центр избирком, как независимый профессиональный орган, должен и дальше заботиться об эффективности, надежности нашей избирательной системы. И всегда думать о ее развитии, о будущем, о том, чтобы она оставалась современной, открытой, прозрачной и устойчивой. По праву считалась одной из самых лучших в мире. На самом деле так оно и есть. И нужно этот статус поддерживать. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Владимир Ильич, спасибо вам огромное вообще за то, что, несмотря на вашу суперзанятость, вы нашли возможность приехать к нам, пообщаться здесь, в стенах Центральной избирательной комиссии. Это очень значимо не только для каждого из нас здесь присутствующих, но для моих коллег из региона, для всей нашей системы. Правда, очень значимо. И за прошедшие годы, последние годы, ваша поддержка, она имела решающее значение. Вообще-то сформировано уникальное общественно-государственное сообщество избирательных комиссий России всех уровней. Вот именно сообщество, да, которое уже в силу порядка и формирования на самом деле обеспечивает действительно и максимальную открытость, и максимальную прозрачность, а это залог легитимности. И несмотря на то, что люди выполняют эту важную общественно-государственную миссию, помимо своей основной работы, в основном у нас, несмотря на часто рассказывали о том, что вот здесь такая административно-командная вертикаль, состоящая из чиновников, на самом деле у нас госслужащих менее 1% всего. Все менее 1%. Остальные люди действительно, помимо своей основной работы, выполняют эту важную миссию. И несмотря на это, в нужные моменты система действительно проявляет себя как единое целое, и максимальный уровень мобилизации. Ну что вот удалось добиться, чем немного, это я не себя хвалю, да, хочется действительно, то, что это наш коллективный труд, конечно, хочется добрые слова сказать. На мой взгляд, удалось добиться оптимального сочетания нашего внутрисистемного человеческого капитала и с рациональным использованием современных технологий, современных высоких технологий, современных информационных технологий. Я хочу подчеркнуть, именно отечественных, суверенных уже. То есть в наше время это непросто было, но справились с нашими партнерами. И главное, что нас отличает, мы их применяем очень душевно, по-человечески, в интересах нашего избирателя. На избирателя у нас на сей момент, вот мы с вами как раз проходили, внизу такая карта, нам 1 января нынешнего года 111 миллионов 282 тысячи 92 человека. Я хочу подчеркнуть, хотя вот пока я говорю, уже эта цифра меняется. Хотя мы по закону обязаны 2 раза в год, да, вот 1 июля, 1 января давать численность, но на самом деле что удалось сделать? Фактически мы сейчас работаем в режиме онлайн. В режиме, скажем, реального времени у нас идет сбор данных, когда мы работаем с нашим регистром избирателей. Этого никогда раньше не было. То есть у нас максимально точная информация, прям действительно идет в режиме реального времени. Кто-то достиг 18 лет на этот момент, кто-то вышел замуж, поменял фамилию, кто-то получил квартиру, поменял прописку и так далее. Все это в режиме реального времени у нас есть. А что это дает? Это дает, что списки наши становятся максимально точные, списки избирателей на выборах, и обеспечивается без боя, работа системы без сбоев. И все это тоже влияет на легитимность. Но хочу несколько слов, такой экскурс провести. Конечно, мы, когда формировали нашу систему, мы ее формировали
открытую, прозрачную, исходя в мирное время. Да, мы пытались доказать нашим неприятелям, оппонентам, что мы гораздо лучше, чем они о нас говорят, и что их многие упреки несправедливы. Но что произошло? Да, сформировали открытую прозрачную систему, мощную. Оказалось, что в нынешнее время, в режиме проведения специальной военной операции, она тоже доказала свою устойчивость, надежность. При этом гибкость, оперативность, и вот то, на что вы обратили внимание, безопасность. Безопасность. И даже в самых действительно экстремальных ситуациях, то есть мы, отвечая на вызовы времени, конечно, совершенствуем постоянно механизмы и способы голосования, чтобы в любых условиях могли проводить выборы. Внешнего давления, попыток вмешательства, справлялись. И я уверена, что справимся и дальше. Кибератак, прилеты вражеских беспилотников, ограничение интернета, отключение системы электроснабжения, многие другие проблемы, которые возникают ныне, мы научились проводить выборы, несмотря на все эти сложности. И в то же время, решая задачи нынешнего времени, все-таки смотрим в будущее, думаем о будущем, развиваем современные механизмы голосования, внедряем новые избирательные стандарты. Вот стандарты эти есть, я не буду их перечислять, они уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. И в принципе, если три основных аспекта, если договориться обо всем том, что изображено на экране, для чего это? Во-первых, для упрощения процедур непосредственно для самих избирателей. Во-вторых, это расширение возможностей непосредственно для кандидатов и политических партий. И в-третьих, закономерная оптимизация работы нас самих организаторов выборов. И, конечно, уважаемый Владимир Владимирович, мы очень внимательно следим за тем, что делается в других ведомствах, государственных, крупных корпорациях, а что новенького появляется, а как это может повлиять в целом на избирательный процесс, чтобы мы не отставали, чтобы мы не закладывали, не просили у государства какие-то средства на разработку тех или иных, на наш взгляд, новаций, а потом окажется, что уже многие вещи решены, которые могут кардинально повлиять на избирательную систему. Вот мы действительно этот процесс очень отслеживаем для того, чтобы, используя тот потенциал, который наработан и другими нашими коллегами, все это поставить на службу развития избирательной системы. Я бы так хотела отметить то, что у нас в России 36 регионов из 89, и они отнесены к труднодоступным и отдаленным местностям, сложные. И там, конечно, и финансовые, и людские, и временные затраты на выборы, на то, чтобы добраться до избирателя. То есть огромное расстояние, а на самом деле живет там рассредоточено всего где-то около 500 000 человек. И мы добираемся до каждого. Это подчас бывает очень сложно, когда наши коллеги, в основном это женщины, добираются не только там на оленях, собачьих упряжках, там на вертолетах, ладно, на самолетах, а то там бывает и на тракторах, и на чем только не добираются, до полярных станций, и так далее. Поэтому мы очень сейчас серьезно сосредоточились на том, что можно сделать, как можно облегчить, сделать более удобным и этот процесс удешевить. Мы сейчас работаем очень плотно с некоторыми, скажем, компаниями совместно с разработчиками, изучаем возможности доставки избирательной документации с помощью беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Уже 2 таких мы провели эксперимент на Сахалине, в Великом Новгороде, и сейчас, в общем, сейчас активно занимаемся этой работой. Мы видим большую перспективу. И также большую надежду возлагаем на использование для организации голосования в труднодоступных местах, передачи данных на базе создаваемой российской низкоорбитальной спутниковой группировки. Совсем недавно первые 16 серийных космических аппаратов были выведены на околоземную орбиту. Мы работаем с создателями. Для нас это возможность создания организации дистанционного голосования там, где до сих пор не было интернета. Да? То есть тоже очень перспективное направление. И, это не буду развивать
и достигнем каких-то результатов, обязательно расскажу. Пока это все в работе. Что важно? Для проведения голосования в условиях режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения мы предусмотрели, мы очень быстро развиваем, помимо 4 основных, еще 5 дополнительных форм голосования. В первую очередь это делается в целях безопасности. В целях безопасности и удобства наших избирателей. Вот они все есть на экранах, не буду перечислять. И если еще говорить о новинках последних лет, то это практика образования экстерриториальных участков. Вот они здесь тоже. Конечно, благодаря им у нас многие участники СВО, я думаю, Анатолий Владимирович это подтвердит, он сам рассказывал, как и помогал, и принимал участие в этом, проголосовали многие участники СВО. Они, я это знаю точно, общаюсь, одни из самых активных избирателей, потому что они точно понимают, за что они воюют. И им не все равно, кто избирается, кто придет туда, где живут их семьи. Ну, стремительно уже мы довели до 30, у нас развиваются цифровые сервисы, тоже, если говорить о новинках последнего времени. То есть цифровые сервисы у нас для всех участников избирательного процесса. Но вот с прошлого года у нас появилась новая функция, это возможность дистанционного открытия избирательных счетов для кандидатов. То есть это дает возможность кандидатам с помощью смартфона или ноутбука открыть счет всего за 10-15 минут. Для кандидатов это дополнительная возможность выбрать или идти ему пешком или как-то в Сбербанк, или сделать это, открыть счет дистанционно. Тоже новая функция. И там, где мы сейчас проводили этот проект, эксперимент, в общем, очень положительные отзывы. Удобно. Также появился сервис получения адресной помощи волонтеров. Что мы сделали в этом, вот, уже начиная с середины прошлого года? Мы приблизили наших волонтеров, тех, кто готов оказывать помощь, к тем, кто нуждается в волонтерской помощи на выборах. Запустили проект, который называется «Волонтер на избирательном участке». И теперь любой, маломобильный, пожилой, инвалид, там мама молодая, которая там с маленьким ребенком, те, у кого возникают проблемы, но они хотят проголосовать, тоже дистанционно, в любой форме доступны, могут обратиться на этот ресурс, и обязательно к ним придет в нужное время, в нужный момент наш добрый, в основном это молодой волонтер, это наша смена, наш кадровый резерв, и обязательно окажет содействие. И я знаю также, что вы, Владимир Владимирович, так же, как уже 23 миллиона наших сограждан, предпочитаете форму голосования, дистанционное электронное голосование. То есть, и мы это не перечеркиваем. Вот некоторые спекулируют, это не перечеркивают. Традиционное мы это развиваем не взамен, а параллельно, чтобы у людей было больше возможностей выбрать. Вот что удалось? Тут я не могу, простите меня, не похвалиться. Дело в том, что в прошлом году, в единый день голосования, возникли сложности в связи с прилетами наших, скажем, беспилотников, наших вражеских беспилотников в ряде регионов. И на время были проблемы с интернетом, с мобильной связью. И, несмотря на это, у нас 24 региона, которые заявились и хотели применять наряду с традиционным голосованием ДЭК, мы обеспечили им все эти возможности вместе с нашими партнерами, то есть оборудовали специальные помещения и общественные пространства компьютерами со стационарным интернетом, точками доступа Wi-Fi, и все, кто хотел, смогли проголосовать. То есть у нас ни жалоб, ни нареканий не было по этому поводу. Справились и с этим новым вызовом. Также в 2026 году мы уже полностью перешли на новую, собранную тоже, еще раз подчеркну, на отечественном конструкции, на отечественном железе государственную автоматизированную систему выбора версии 2.0, аналогов, которые с точки зрения объема хранения данных и количества
разработающих подсистем просто нет в мире. То есть она взяла все лучшее, что было у нашей старушки Газвыбора-1, но пошла далеко вперед. Основные качества, то, что она автономна от глобальной сети, от вражеской сети она сохранила. По объему данных она, конечно, далеко ушла вперед. И она централизована, и, еще раз повторю, полностью, то есть враг до нее не доберется, это точно. Несколько слов не могу не сказать о международном аспекте нашей деятельности. За последние годы ее характер кардинально изменился. Вот если в прежние времена мы, так знаете, наших иллюзорных представлений о возможности равноправного и справедливого партнерства с западными коллегами, мы пытались им даже понравиться, своими, казалось, что вот наши реальные достижения, что они должны справедливо их оценить вот в элитарной сфере. Вы знаете, это было раньше. Ныне, когда обнажилась вся их весьма неприглядная, я бы даже сказала, неприличная и далеко не демократическая сущность, нет ни желания, ни потребности метать электоральный бисер, простите, не хочу обижать животных, перед закомплексованными русофобами. Нет никакого желания. Вы знаете, я предполагаю, простите меня за эту наглость, но я так скажу, что, по моим представлениям, довольно скоро это они будут стремиться понравиться нам. Вот наступит такое время. Вот помяните мое слово. Наши же основные усилия направлены именно вглубь страны, чтобы росло доверие к выборам внутри отечественного общества. И, слава богу, нам удалось за эти годы удвоить это доверие, но тут работать и работать мы абсолютно не успокаиваемся. Но, тем не менее, если говорить о международном сотрудничестве, мы очень расширяем и энергичны наши контакты и в Азии, и в Африке, Латинской Америке. Я хочу сказать, что через наши обучающие программы в рамках проекта «Новое поколение» уже прошли обучение здесь, в России, молодые организаторы выборов из 55 стран. Из 55 стран. И запрос на это растет. Вот тут уже запрос сейчас превышает наши возможности по этому поводу. Более того, почти 2 раза у нас увеличилась представленность наших коллег, избирательных органов зарубежных стран в качестве международных наблюдателей у нас на федеральных выборах. И я уверена, я знаю, что на предстоящие выборы тоже готовы очень многие приехать. И все это, несмотря на то давление, которое, к сожалению, оказывается на них западными товарищами. В результате, несмотря на все это давление, на все происки, на желание выбить нас из каких-то организаций международных, мы не пропустили ни одного удара. Что не происходит вожделенная Западом изоляция, а расширяется наше взаимодействие. И в этой связи я не могу не сказать о Кубе. Огромное спасибо. Это так важно. Мы все переживали за этот маленький остров, за этот героический народ. И то, что вчера пришел наш танкер, это все-таки это очень важно. И как важно для поддержки этого героического народа, когда кто-то у нас начинает ныть, скулить и ворчать, пусть оглянется на силу духа этого героического острова, на многолетнюю стойкость этой маленькой страны, которая уже 1000 раз морально победила своего алчного громадного соседа. И я хочу пожелать, чтобы она победила и в 1001 раз. Стойкий, мужественный народ, который ценит свою свободу и выдерживает все. А уж нам-то, мы большая, сильная страна, выдержим и победим. Нечего расслабляться, нечего скулиться никому. Мы, кстати, стали для них тоже, для наших коллег, кубинских наших, первым иностранным партнером. Они приезжали к нам, на первая страна, куда они приехали в качестве руководителя избирательной комиссии к нам. Мы их поддерживаем не только морально, но и по их просьбам в ближайшее время найдем способ передать, уже у нас это есть, закупила 4 мультимедийных комплекта для организации работы по информированию кубинских избирателей. Все, что можем, будем делать дальше для поддержки. Действительно, это мужественный народ, который может являться примером стойкости для всего мира. Но если возвращаться домой, главный для нас приоритет, еще раз повторю, это, конечно, наш избиратель. Именно для него мы запустили поистине грандиозный, я бы сказала, творческий
И очень-очень душевный проект адресного информирования «Информуик», наш «Информуик». Да, это когда люди, очень соскучившись по общению после пандемии, с радостью встречали наших коллег. И очень ценно, мы получили очень благодарную реакцию со стороны людей, потому что люди почувствовали, что государство их уважает, оно к ним внимательно, оно ценит каждого и каждый голос. И вот эта отдача была беспрецедентна. Вы знаете, вот могу про него долго рассказывать, но не буду, знаю. В любом случае, вот вы видите картинки, что я могу сказать? Вот сейчас сколько было... Люди себя раскрыли, люди почувствовали себя, что они могут приносить большую пользу. И это сильная, хорошо подготовленная не только методически, но и психологически команда, которая невероятно люди терпеливы. Они могут выслушивать людей все, что происходит, все претензии к власти, все пожелания. И сейчас у нас составлен потрясающий объемный портрет страны на основании вот того, что прошли 56 миллионов домохозяйств во время выборов президента. То есть фактически охватили всю страну. Это изучать и изучать. Чем дышит страна, чем она живет, что она чувствует. Ну и системно также и последовательно занимаемся созданием благоприятной безбарьерной среды для голосования маломобильных избирателей. А сейчас особое внимание уделяем с учетом того, что приходят герои СВО, защитники СВО и с травмами, и с разной степенью инвалидности. Они очень активные избиратели, как я говорю. И мы, конечно, уделяем особое внимание для того, чтобы создать для них все условия. И как в качестве наблюдателей, и как в качестве избирателей, как в качестве кандидатов и членов наших комиссий. Ну, мы много сделали в этом направлении. У нас количество избирательных участков, которые теперь расположены на первых этажах, то есть доступная среда, возросло до 96%. Сейчас у нас очень, скажем, оснащаются хорошо участки всеми необходимыми оборудованием и для слабослышащих, слабовидящих. И на что я хотела обратить внимание. Вот просто, знаете, есть один пример, я сейчас хочу показать, чтобы на экране. Это одна девушка, она слепая. Вот видите, она в очках, она идет, вот вместе ее провожает волонтер, хотя она сама как волонтер помогает. Вот она голосует сейчас. Да, вот она, да, там... Да, у нас вот ряд участков, все они оборудованы там тактильными указателями, аудиоинформаторы, тифломаркеры и так далее, так далее, так далее. Ну, что здесь ценно очень? Здесь ценно то, что вот этот пример... Она сама волонтер. А вот посмотрите следующую картинку. Покажите, пожалуйста. Вот здесь квинтэссенция нескольких наших направлений деятельности. Это и мобильный избиратель, вот ее жених, который зарегистрировался на этом участке, да, и вот волонтерская деятельность, и информуик, который провел нужную информацию, и все это вместе, да, и то, что мы работаем, скажем, создавать доступную среду. Вот они проголосовали на этом участке и пошли в ЗАГС. То есть это вот такая прекрасная иллюстрация, то есть как работает, когда работает все вместе в системе, да, чисто такой человеческий аспект. Но если говорить вообще о создании условий для инвалидов, то очень большое достижение в этом году. И то, что благодаря совместной работе ЦИК и Социального фонда России сейчас мы предоставляем избирательным комиссиям сведения о численности избирателей с инвалидностью по группам и категориям в разрезе не только всей России, там, и муниципального образования, а также населенного пункта и даже каждого избирательного участка. То есть наши коллеги уже прекрасно могут сориентироваться, кто у них на самом деле обладает той или иной инвалидностью и что необходимо для этого сделать. Ну вот, так, все я перепутала, листочки. Надеюсь, сейчас найду. Чем я хотела завершить? А завершить я хотела очень важно. Это то, что касается участников СВО.
Спасибо вам за нашего коллегу Сысоева. Очень важно то, что у нас он есть. Ему предстоит огромный фронт работы, потому что мы много занимаемся разными аспектами участников СВО. У нас, я хочу сказать, что 1197 наших коллег, членов избирательных комиссий всех уровней ушли на СВО, и в основном ушли добровольцами. К сожалению, 109 из них погибло. Мы чтим их память, не оставляем семьи без внимания. Также я хочу сказать, что избирательная система действительно понесла невосполнимые потери от терактов на мирных граждан. У нас жертвами при исполнении служебного долга стали коллеги из избирательных систем комиссии Запорожья, Херсонской, Белгородской, Курской областей, к сожалению, большому. Мы чтим их память, вспомним их. И у нас сейчас солнечный день развивается очень хорошая традиция. В России уже 1092 именных избирательных участка. Им присвоены имена великих людей, героев Великой Отечественной войны, всем, людям, которыми гордится то или иное город, там, местность. Из них уже 94 избирательных участка названы в честь участников СВО. И мы будем эту традицию развивать и продолжать. Вы знаете, я уже об этом вам докладывала, и вы знаете, что на прошедших в сентябре выборах прошлого года было избрано 1035 участников СВО. Для нас это зона особого внимания. Я даже не сомневаюсь, что в предстоящих выборах в Государственную Думу их число будет значительно больше, и мы сделаем все возможное, чтобы у них не было никаких проблем. Окажем всю необходимую помощь. Это для нас зона особого внимания, и в том числе в работе с молодежью. Вот я хотела бы завершить. Это вот посмотрите несколько фотографий. Это форумы, которые мы проводим. Мы обучаем нашу молодежь, наших волонтеров, нашу смену, нашу молодежную избирательную комиссию, как правильно собирать аптечки, как оказывать первую помощь, как БПЛА молодежь собирает. Потому что, когда человек говорит, а чем я могу помочь? Да всем ты можешь помочь. Вклад каждого очень важен, если это будет только в желании. Поэтому для нас работа с молодежью самое главное, чтобы они были ответственными гражданами, которым не все равно, чтобы они жили в нашей стране и чтобы они жили жизнью своей страны. Вот на этом мы концентрируем наше внимание. Владимир Ильич, извините, если я перебрала со временем, но и так выбрала уж самое-самое. Спасибо большое. Я бы хотел оттолкнуться от того, что было сказано. Александра сказала, усилия наши должны быть направлены внутрь страны. Абсолютно точно. На этом бы я хотел остановиться в двух фразах. Дополнительно мы не работаем для того, чтобы кому-то понравиться или кому-то что-то доказать. Мы работаем на укрепление своей страны. Но именно это укрепление России многим за бугром и не нравится. И поэтому ожидать от них каких бы то ни было положительных оценок не стоит. Мы работаем на укрепление своей страны. И внутриполитическая составляющая является одной из самых главных составляющих крепости нашей страны, нашей России. И я хочу вам пожелать в этом успехов. Уверен, так оно и будет. Спасибо большое. Спасибо.